Привет, друзья! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Я сегодня работал целый день с вот этой 650-кой. Она у нас на таком большом-большом ТО с заменой пластиковых шестеренок в вариаторе и так далее была. Я про нее рассказывал в другом видео. И в конце работы по техничке я вот уже собираю пластик. Мопед находится на стадии сборки. Вспомнил, что было еще такое пожелание восстановить датчик боковой подножки. Тут кто-то отрезал разъем от проводки. Я бэушный разъем припаивал. В общем, восстановил это все, как должно работать по заводу. И вспомнил одну офигительную историю, которая связана с этой боковой подножкой. У меня есть один клиент. Сказать было некорректно, потому что он ездит на этом мопеде, просто у него все в порядке, поэтому он не приезжает пока. Дело было весной 2021 или 2020 года, точно не помню. В общем-то, мопед этот мы называем в сервисе между собой «Голубая волна». Я надеюсь, если он посмотрит это видео, он не обидится, но мне кажется, это название для него очень сильно подходит, потому что речь идет о достаточно живой, хорошей, нормальной 650-ке года 2006 или 2007. Она LX, у нее не очень большой пробег. Но она покрашена в такие интересные цвета. Я даже не знаю, какого цвета она была с завода. То есть она такая, такой голубой с серым и белым. Примерно такое сочетание. Возможно, она белая была, не знаю, просто голубой и серый добавили. Вот, у нее диски белого цвета. В принципе, это все достаточно стильно смотрится, но необычно, скажем так. То есть мопед заметный, запоминающийся, и такое прозвище он у нас между собой получил. За год до ситуации у него была проблема с вариатором, причем была проблема именно с первичным валом, и мы поставили ему, по-моему, бронзовые шпонки, что-то там был не очень он живой, он не хотел вкладываться, думал его продавать, не продавать, в общем, сомневался, что стоит вкладываться, а зимой подумал и решил, посоветовался со мной, спросил, что я думаю про его мопед, стоит ли его оставлять, стоит ли в него вкладывать деньги. Я говорю, слушай, да мопед у тебя прекрасный. Голову не морочь, если он тебе нравится всем, купи на него новый первичный вал, поставь четырехшпоночный и, соответственно, будешь кататься и радоваться еще долго, как бы. Купить лучше довольно сложно. На то мы порешили. Зимой, видимо, он подкопил денег, мы разобрали варик, поставили ему новый первичный вал четырехшпоночный, все еще раз проверили, посмотрели, полностью обслужили все, что там можно было обслужить. И, в общем-то, я ему отвез этот мопед зимой, и он остался ждать сезона. Весной человек, вот я сейчас могу ошибаться, но это могло быть даже на майские, человек решил поехать на дальняк с какими-то друзьями на мотоциклах. То ли речь шла про Нижний Новгород, то ли про Казань, я точно не помню. Но смысл в том, что уже на обратном пути у человека мопед просто заглох на трассе. Это произошло вот прям никаких причин, ничего не предвещало беды. Мне позвонили, я говорю, даже ничего сказать не могу. А мне говорят, он стартером не крутит. Я такой думаю сразу... что могло на ходу произойти? Подножка убрана. Довольно сложно вспомнить все нюансы, но по каким-то причинам я решил, что, возможно, там действительно какая-то серьезная проблема с двигателем. Вот, и сказал, ребят, им оставалось 300 километров где-то до Москвы или 250. Я говорю, ребят, привозите, будем смотреть. В общем, они пытались, нашли какой-то мотосервис где-то в какой-то чуть ли не деревне, пытались там что-то сделать, перемкнуть реле, что-то еще, но, в общем-то, ничего особо у них не получилось, и мопед привезли мне. Он пару дней стоял, я пока был очень занят, туда-сюда, потом начал разбираться. Вот знаете, иногда сложно дать какой-либо совет,
я иногда употребляю такую фразу, что для того, чтобы найти причину, иногда надо закрыться с мопедом в одном помещении наедине. И чуть ли не свет выключить и войти в какой-то астральный контакт. Иногда это действительно так работает, не знаю почему. То есть, кому пытаешься давать советы, ничего не помогает. А как сам... Причем это надо обязательно в спокойной атмосфере делать, в суете никогда ничего не чинится. Вот, то есть, если что-то не получается, я предпочитаю сделать пару дней выходных, и тогда все сразу, идея может присниться. Вот, ну, в общем, сажусь разбираться. Ну, первое по логике, что пришло в голову, это попробовать, по-моему, перемкнуть реле. Ну, как бы, если перемыкаешь реле, стартер крутит. То есть, очевидно, двигатель не заклинен. И вот я не помню, честно говоря, зажигает ли 650-ка какие-то чеки. Чеки и температура вечного 400-ок. А 650-ка, вот мы сейчас можем это легко проверить. Сейчас вот мы раз и достаем подножку. И ничего у нас не происходит. Никаких упоминаний на приборке. Только при попытке запустить у нас ничего не получается. Вот. Кстати, если мы нажмем красную кнопку, то тоже ничего не загорится. Это вот на 400. Нет, вот температура зашкалила. Да, а если красную кнопку убираем, но подножка выдвинута, температура не зашкаливает, ничего страшного. Вот такая вот интересная ситуация. Соответственно, убираем подножку, и он у нас запускается. Все с ним прекрасно. Ну так вот. Мопед крутит стартером, но с кнопки не крутит. Сразу начинаются мысли, что неисправно в управлении и так далее. Чисто случайно так получилось, что я открыл боковую подножку, хотел снять лыжу, по-моему, в общем, что-то делал и попробовал его завести, с откинутой боковой подножкой. И он взял и завелся. А человек уже так расстроился, что ему пришлось вести, и что, наверное, там что-то серьезное сломалось, и он весь такой был на эмоциях прям. Я так и думал, что этот Бургман ваш хрень полная, не надо было туда деньги вкладывать, надо было продать, все дела. В общем, на измену подсел конкретно. Я такой, блин, круто, а что это? Убираю боковую подножку, и он у меня глохнет. То есть датчик подножки работает ровным счетом наоборот. Я вот так вот голову под мопед засовываю, причем он на полу стоит, не на подъемнике, то есть на подъемниках там что-то другое крутится, а я пока разбираюсь со всеми сложными случаями. То есть если механиков я могу озадачить делать какую-то рутинную работу, то сложные случаи я обычно все решаю сам, потому что этому сложнее всего научить, к сожалению. И, короче, вижу я такую картину. На датчике подножки, вот здесь вот, прямо, примагничен такой круглый магнит, типа как от динамика. И я уж не знаю, как так получилось, каким таким фантастическим образом, но магнит, который примагнитился к датчику подножки, типа как-то индукцией своей повлиял на датчик, и он стал работать в обратную сторону. Если честно, я думал, что внутри датчика, просто обыкновенный контакт, который замыкает кнопка. Но вдруг там действительно есть какие-то катушки. Я, конечно, последнее время много копаюсь в электрике, потому что приходится, просто нет специалистов и приходится самому разбираться. Но как устроен этот датчик, досконально не знаю, может кто подскажет. Но суть заключается в том, что как только я этот магнит убрал, подножка сразу заработала как положено, и мопед заработал как положено. Что самое интересное, меня распирало любопытство, и я пытался этот магнит прилепить обратно, чтобы этот эффект повторить. И у меня не получилось, как я не пытался. То есть это какое-то чудо, которое произошло, вот совершенно какая-то фантастическая ситуация, что человек ехал по трассе, и словил на датчик этот магнит где-то, видимо, по дороге. Летел и примагнитился. И получилась вот такая вот совершенно безумная последовательность событий, которые привели его ко мне в сервис. Вот
у меня механики до сих пор постоянно вспоминают. И я постоянно вспоминаю. И вот такая вот получается обалденная история. Человек отделался, можно сказать, легким испугом. Ну да, пришлось погеморроиться с эвакуатором. Но если честно, если бы я случайно не попробовал, я бы еще какое-то время потратил. А тут случайность помогла, в общем-то, найти проблему. Так что как-то так. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк. Кстати, последние 2 месяца, если вы заметили, я очень усиленно занимаюсь каналом на YouTube. У меня прям появилась мотивация, сила и желание. Я, можно сказать, днем работаю, а ночью монтирую видео для вас. И канал, как следствие, очень быстро растет. У нас скоро 1000 подписчиков, и на 1000 подписчиков я планирую разыграть рандомным образом 5000 рублей на обслуживание в нашем сервисе. Победитель будет выбран по активности, может быть, по самому оригинальному комментарию я еще не придумал. Так что ждите подробностей и будьте готовы. Всем пока!